слышите? Mr. Gold, can you hear me? Hi. Да, я вас слышу очень хорошо. Рад приветствовать вас на первой конференции Human Rights Center Ичкерия. It's my pleasure to greet you at the first conference, Human Rights Center Ичкерия. Спасибо вам большое, Пол. Извините, что немножко задержали вас, так как у нас тут была очень интересная дискуссия. Thank you very much, Paul. We do apologize for keeping you for longer. We had a very interesting discussion here. И, Пол, сразу переходя к теме вашего выступления сегодняшнего, хотел бы вас спросить, что необходимо сделать чеченским демократам для того, чтобы чеченский народ перестал быть инструментом в руках ФСБ, как вновь вынести вопрос Ичкерии на первые полосы мировой политики. Спасибо большое. Для меня это честь присутствовать на первом таком заседании и участвовать в этом. Any people that has suffered as much as the Chechens have naturally focuses first and foremost in what it says to the world about its sufferings. Любой народ, который испытал нечто подобное, подобные репрессии, которые испытал чеченский народ, в первую очередь пытается рассказать об этом остальным народам. Это абсолютно понятно и даже уместно. Тем не менее, это несет с собой абсолютно реальный риск, который не должен быть игнорирован. Как больше будет союзников, как сильнее чеченцы будут, и они будут более просто расположены, чтобы продвинуть их идею. It is not necessary that any of these groups, in the first instance, support all of Chechen goals. Они не обязательно, чтобы они поддерживали все, что предполагают, все намерения чеченцев. But if they support some of the goals, they become allies and supporters of the general cause. Но если они будут даже частично поддерживать цели чеченского движения, они будут способствовать чеченскую идею. The second point I want to make is that the Chechens need to be very clear about which countries today are the most willing to support the elements of their cause, rather than living in the past and assuming that the supporters they had and may have lost are the only ones worthy of attention. Чеченцы должны быть реалистичны по поводу тех, которые сейчас в будущем будут их поддерживать, и не думать в рамках чего, что было в прошлом. It is not wrong to try to recover the support that many Western countries felt for Chechnya prior to 1999, but it is a mistake to focus only on those countries. Это ничего плохого, чтобы помнить, как другие западные страны поддерживали Чечню до 1999 года, но нельзя быть просто замешан на это, надо смотреть на будущее. И кто могут быть союзниками в будущем. Regrettably, many of the most prominent countries in the West have turned away from Chechnya, but there are three important countries that are directing more attention to issues of great concern to the Chechen cause. К сожалению, много тех, которые поддерживали Чечню в прошлом, они отвернулись от этого, но все-таки есть три страны, которые будут
сейчас уделяют большое внимание к чеченскому вопросу. And these are Ukraine, Ukraine, Estonia, and Poland. Ukraine, Estonia, и Польша. And it is critically important that the Chechen national movement address those three countries Очень важно, что чеченское национальное движение будет адресировать эти страны. to keep in mind what their issues are, how they see things, and to provide information and support for their efforts on behalf of the non-Russian peoples within the Russian Empire. И помогать их усилия защитить нерусские национальности, которые находятся внутри Русской империи. If one looks at Ukraine today, one sees that Kiev is more committed than any other country to working with the non-Russian peoples of the Russian Federation and supporting their causes. Больше всего надо обратить внимание на Киев, на Украину, который лучше других сейчас посвящает его усилия поддерживать нерусские национальности, которые существуют внутри так называемой Русской Федерации. It is important to note that Ukrainian officials have put out statements not only in Ukrainian and Russian, but also in the languages of the non-Russian peoples within the borders of the Russian Federation. Украинское правительство издает разные постановления не только на русском, но на языках национальностей, которые живут внутри России. Не русские национальности. Kazan. Да, например, татар. If Chechens bring to the attention of Ukrainian officials their cause, I believe that in the near term it can happen with respect to the Chechens as well. Они публикуют информацию на татарском языке, и если чеченцы будут обратить внимание к украинцам, и Украину, они могут делать то же самое в случае Чечни. Estonia and Poland are doing many of the same things. Эстония и Польша, они делают почти то же самое, много подобных вещей. Estonia's effort is smaller. Эстония немножко помедленнее и новые, но все-таки они на этом пути. And Poland too has a great effort in moving in the direction of making alliances with non-Russian groups inside the Russian Federation. И Польша тоже сделал немало усилий, чтобы создать союзы с нерусскими национальностями внутри России. Few people in the West and few people in Chechnya, from what I can see, have paid much attention to this. Очень мало людей на Западе и относительно мало чеченцев обратили внимание на это. What they should understand is the reason that so little attention has been paid is that Moscow has not reacted as one would have expected. Это из-за того, что Москва все-таки не реагировала, как было бы можно ожидать. One would have expected a lashing out by Russian officials about what Ukraine, Estonia, and Poland is doing. In fact, the amount of Russian reaction has been minimal. В самом деле реакция России очень минимальная. Не было какая-то взрыв негодования. But that is not a reason for assuming that what Ukraine, Estonia, and Poland are doing is not important. Ну, из-за этого нельзя... Moscow does not want to call attention to it.
Это показывает, что Москва не хочет обратить внимание на это. Нельзя интерпретировать это как знак незначительности этих усилий. And it is my belief that if Chechnya the Chechen national movement becomes part of this effort, one or all three of these countries, that the Russians will find themselves even more on the defensive. Я думаю, что если Чечня будет включиться в этом, что Россия будет находиться более и более просто в оборонительном положении в отношении. And I urge all who are concerned about the future of Chechnya to pay far closer attention to what is happening in Kiev, Tallinn, and Warsaw with respect to them. И поэтому я думаю, что все, которые озабочены будущее Чечни, должны смотреть внимательно на что творится в Таллине, Киеве и Варшаве в отношении себя. But what I most want to say today is the third point, that the Chechen national movement needs to find its own Anne Frank. Что чеченское движение нуждается найти собственный Anne Frank. More than most people suspect, I think, memoirs, novels, and films about a nation's struggle often play a defining and an even revolutionary role, not only in uniting its members to achieve their goals, but also, and perhaps more important, in presenting their case to the broader world. Воспоминания, книги, фильмы, они имеют очень значительную роль, чтобы мобилизовать чувства и симпатию на сторону народа, определенного народа. No one, Jewish or not, can think about the Holocaust without remembering the Diary of Anne Frank. Неважно, еврей или не еврей, нельзя думать о Холокосте, не вспоминая дневник Анны Франка. No Armenian or anyone else can think about 1915 without recalling the story of that terrible year as told in Franz Werfel's The 40 Days of Musa Dagh. Нельзя вспомнить, что случилось с армянами в 1915 году, не вспоминая роман Франца Верфела «40 дней Муса Даг». And no one, Ukrainian or not, can think about Stalin's terror famine, the Holodomor of the 1930s, without remembering the Yellow Prince. Неважно, если украинец или нет, нельзя помнить Голодомор, не имея в виду Желтый принц. Certainly, most members of the Chechen Democratic Movement know these works. Я думаю, что большинство членов чеченского демократического движения знакомы с этими работами. But what is important is the Chechen movement must find and promote a work of its own. But чеченское движение должно найти и сделать промоушен для именно подобной работы. Они должны найти и привлечь внимание к этому. All too often, people think about works like the Diary of Anne Frank or the 40 Days of Musa Dagh or the Yellow Prince as rarities, as something that happened only long in the past and that are not important now. That is wrong. Люди, которые считают, что эти работы были важны в прошлом, но не имеют значения сейчас, они ошибаются. And I would urge those who are involved with the Chechen movement to pay attention to the appearance and impact of a remarkable novel published
first in English in 2008 and more recently in Ukrainian, Russian, and other languages, of the Crimean Tatars' very own Diary of Anne Frank. Я думаю, чеченцы должны обратить внимание на публикации книги, которые фактически являются версией для крымских татаров дневника Анны Франка. This is Lily Hyde's Dreamland. Эта книга Dreamland, автор Lily Hyde. A British journalist who has been working for some years in Ukraine. She uses a fictionalized work of fiction to tell the story of the Crimean Tatars, their expulsion from their homeland, and then their return in ways that are much more effective than any historical study. Английская журналистка писал историю крымских татаров, их изгнания и возвращения в Крым, в рамках романа, и это был более эффективен, чем любое историческое исследование. And it was her novel that brought back into the common understanding of just how brutal Stalin's deportation of the Crimean Tatars was. Она просто бросила свет на том, настолько жестоко депортация крымских татаров была в самом деле. Many people know about the loading of Crimean Tatars on railroad cars and sending them to Central Asia and Siberia. Но много людей знают, как они были помещены в товарных вагонах и посланы в Сибирь и в Средней Азии. But most do not know or have long forgotten what was the most horrific example of that action. Но люди давно забыли самый ужасный пример этой акции. When Stalin ordered the deportation of the Crimean Tatars from their homeland, Когда Сталин приказал депортацию крымских татаров, his secret police missed 3 villages. его НКВД они пропустили 3 села. When that was discovered, Когда это the было обнаружено, NKVD had to decide what to do. они были вынуждены решить, что делать. If they had admitted a mistake and then deported those people, the NKVD officers might have been deported as well. Если они бы признали ошибку, был риск, что те, которые были ответственны для депортации, могли быть сами депортированы. So in order to hide their crimes, Чтобы they спрятать looked их the 3 преступления, villages, the residents of the 3 villages on garbage scouts, took them out into the Black Sea, beat them and drowned them. они просто взяли эти жители этих деревень, поставили их в лодках, которые просто для мусора, и потом убили их и утонули их. That kind of crime was rejected out of hand by Western experts for 50 years. Lily Hyde's novel forced people to pay attention to just how brutal the act of expulsion was. Ну, это акт был забыт в течение 50 лет, но новел Лили Хайд вынудили люди просто признать, что случилось. Since 1991 in particular, the Chechen people have suffered equivalent horrors. Ну, в период после 91 года чеченский народ испытывал подобные ужасы. And these have been documented in some very wonderful books. Они были документированы в очень хороших книгах. But those
read by relatively few people. Но, к сожалению, эти книги привлекли внимание довольно мало людей. And just like in the case with Lily Hyde's book, a Chechen Anne Frank, either a novel or a memoir of the horrors that were visited upon and have continued to be visited upon the Chechens, can become a basis for recruiting far more allies than in any new study. Но, как в случае Лили Хайд, новая книга по поводу чеченского опыта может быть очень важный инструмент, чтобы привлечь внимание и привлекнуть союзниками. And so I urge all Chechens of goodwill and those who support them to be on the lookout for such a novel or such a memoir. Поэтому я призываю всех чеченцев просто быть бдительными и искать такого романа, такой книги. Because books and novels and YouTube clips can matter far of that kind, can matter far more to the ultimate cause than any study. Потому что эти книги могут быть больше, чем любой просто монография или научной публикации. In conclusion, I want to suggest 3 very small first steps in these 3 directions. Я хочу предлагать 3 шаги. First, Первый. I believe it is critically important that Chechens and their friends focus on what other non-Russians inside and outside the Russian Federation are doing, so as to be in a position to form alliances. Окей, они должны создать союзы, и они должны обратить внимание на что делают другие нерусские национальности в России. Far too often, opportunities for alliance building have been missed. They must not be missed in the future. Нельзя просто пропустить возможности, чтобы строить союзы. В прошлом это случилось. Second, Второй. while there are many good websites, materials on the events in Chechnya and the brutal actions of Moscow and Grozny against Chechens, few of these are available in enough of the world languages to reach a mass audience. They need to be. It's critically important that people in the English-speaking world, the Chinese-speaking world, the French-speaking world, and the Turkish-speaking world have regular access to what Chechens are reporting among themselves, or only in Russian, to talk about their problems. Надо сделать доступным разговор чеченских публикаций, которые существуют в Google, но, к сожалению, недоступны для западных читателей. And third, И третий, it may be that no one has an immediate candidate for a Chechen Anne Frank, but there are many Chechen Anne Franks out there. там есть много чеченских Ан Франк, и надо их найти. One can take as a model for what Chechens can do the work of Ilby Cannon, an Estonian, who has written a book called Carrying Linda's Stones, which tells the stories of Estonian women who were repressed by the Soviets. Там был недавно книга по поводу эстонских женщин, которые были репрессированы
советских. Это хороший пример, который что может быть сделан чеченцы. That book has become widely read in U.S. and Western government circles because it puts a human face on what all too many people are inclined to paper over with broad brush treatment. Да, это хорошо читаемый, потому что это гуманизировал ситуацию для западных читателей. Having said all this, I want to conclude by saying something that may strike you as just the reverse. Я хочу заключить, And that is this. Even if the Chechen national movement does not do any of these things, I still believe that history is on their side. даже если чеченцы не будут следить мой совет, я думаю, что история на их сторону, они рано или поздно попадят. But I am even more convinced Но я that даже больше if Chechens form alliances, if they find a way to put a human face on their tragedy, their victory will come sooner and easier. с помощью And they этого and all the peoples of the совета world will have a better future. победа будет и скорее, и мир вообще будет. От этого только хорошо. Thank you. Okay. Thank you, Paul. Спасибо большое, Пол. Все как обычно, по делу. И очень интересно. Спасибо большое. Есть вопросы? Можно вам зададим несколько вопросов, Пол? Конечно. Есть вопросы? Надежда Кутепова, политический беженец во Франции, правозащитник. I have a question that you mentioned the case of Anna Frank. У меня вопрос, вы упомянули случай с книгой про Анну Франк. But the difference between the situation with Anna Frank, that in those moments when the book, her memories were opened, nobody named the Jewish people like enemies or like terrorists, so society were welcome and people were not afraid. В тот момент, когда книга Анны Франк была открыта, то никто не называл еврейский народ террористами, и, в общем, никакого сопротивления со стороны общества не было, им нечего было отмываться, скажем так, да? И вот I think that potential Anna Frank, potential Chechen Anna Frank can be afraid. Я думаю, что потенциальные чеченские Анна Франк, которые вы предлагаете найти, они просто будут бояться, потому что запугиваются те люди, которые работают в поисках правды. Because people are afraid of contemporary power. What is your opinion? It can be also anonymous stories. Это могут быть также анонимные какие-то вот воспоминания, то есть, может быть, кто-то был готов поделиться воспоминаниями, потому что вы сказали, что придать человеческое лицо, но из-за страха людей придать человеческое лицо историям, это не совсем возможно, то есть это вот в том числе, с чем они борются. From the fear, the Chechen people come to share their memories with the society, and that's why the real Anne Frank of Chechen today is not impossible. Do you think that anonymous stories can be also useful for society? Is it Thank understandable? you for the question. I think there are many possibilities. I think there are many crimes against humanity that the Russian government and its Chechen representatives have been guilty of, and that these can best be spread, attention to them, and political mobilization on the basis of them can take place if there is an individual, if there is a human face, be it fictional or non-fictional, that people can focus on.
Я If думаю, you go что back and look есть много at how преступлений people understood и the Soviet Union, they understood it more by individuals. They could follow an individual case than they did by broader sociological studies. ну и That was my point. все-таки это гораздо легче, когда есть какое-то человеческое лицо, которое просто это иллюстрирует судьба определенного человека. Пол, спасибо еще раз вам большое. Всего самого хорошего. До свидания. До свидания. До свидания.